Друзья, привет! Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня мы находимся в Саудовской Аравии, в Рияде. И это мой третий раз. Мой третий раз, когда я сорвал куш. Первый раз это было с Карлосом Ацелотом, основателем G2. Второй раз с создателем CS-ки, с Минли. И сегодня с основателем Face Clan. Интервью полностью переведено на русский язык. Но если вы хотите посмотреть оригинал, просто тыкните в настройках аудиодорожку. Я думаю, это тот контент, из-за которого вы подписывались на этот канал. Поэтому приятного просмотра и аппетита. Томас Темпер Оливейра, один из ключевых людей в организации Face. Темпер присоединился к Face в 2010 году, но помимо создания контента занимался еще и развитием организации. Томас еще в подростковом возрасте стал директором Face Clan и привел компанию к большой популярности в США. Под руководством Томаса Face вышли за рамки гейминга и стали крупным молодежным брендом с ориентиром на лайфстайл, моду и уличную культуру. Одним из крупнейших достижений Face были контракты с блогерами, которые сильно привязывались к организации. Эти блогеры жили в специальных контент-хаусах, где ежедневно делали ролики и стримы. В 2015 году Томас передал должность SEO другому человеку, но остался в компании на роли директора по развитию. Темпер сделал большой вклад в развитие Face как крупной организации, которую знают все фанаты киберспорта в мире. Ну что ж, спасибо, что ты согласился, пришел на это интервью. Спасибо. Я только это знаю, и еще плохие слова. О, ты можешь сказать? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Да, давай. Это все, что я знаю. Окей, неплохо в целом. Итак, сегодня Face это не только про игры. Это также про лайфстайл, музыку, одежду и многое другое. Ты с самого начала так это задумывал? Ну, с самого начала мы просто кайфовали и хотели пробовать все, к чему у нас был интерес. Понимаешь? И я всегда был тем пацаном, у которого куча увлечений, куча интересов. И я хотел сам это проживать, но при этом еще и делать контент из всего, чем мы занимались. Так что я вообще не представлял, насколько большим это станет, Face, понимаешь? Но я вложил в это всего себя. Когда мы начинали, там вообще нельзя было заработать. Денег не было вообще. И это было то, чем я действительно горел. Я не знал, чем вообще буду заниматься по жизни. Но все сложилось. И потом Face, знаешь, выстрелил, и мы начали думать, окей, а что еще мы можем делать? Что еще, в какие другие направления можем пойти? И мы начали погружаться в разные сферы. Понимаешь? Музыка, мерч, коллаборации. Ну и, конечно, киберспорт, игры и... Все началось именно с контента. Мы начинали с контента, потом пришли в киберспорт, а дальше все как-то само произошло. Как сегодня устроена Face как компания? Сколько у вас сотрудников? Думаю, у нас примерно где-то около 20 сотрудников. В какой-то момент у нас было больше 100, и это просто было безумие. Но именно сотрудников, да. Я думаю, около 20 плюс-минус. У тебя есть планы на мировое расширение? Может быть, что-то в СНГ или Азии? Сейчас у нас нет таких планов, но нам бы очень хотелось, мы бы с радостью занялись этим. Если в этом будет смысл, если это то, что нам интересно, и, конечно, мы обожаем Counter-Strike. Так что было бы круто делать больше здесь, больше в Азии тоже. И, кстати, здорово быть в Саудии, я здесь впервые. И круто видеть, как это все растет. Что ты думаешь о Face как о бизнесе сегодня? Думаю, мы в куда лучшей ситуации, чем в прошлом году. Потому что мы прошли через безумное время. Корпоративное управление нас очень подкосило. Люди, которых мы привели из корпоративного мира, все испортили. Не знаю, в курсе ли ты этого. Ты знаешь эту историю? Да, я знаю историю про ваши проблемы в организации. Что не было, скажем так, дисциплины в организации. Контроля и остального. Да. Мы выбрались из этого, и, к счастью, нам удалось сохранить компанию. В какой-то момент я реально думал, что это конец для Face. Это было очень безумное время, потому что моя девушка была примерно на 4-м месяце беременности, и я думал, что Face закроется. Но, к счастью, этого не произошло. Мы смогли вернуть компанию, привели кучу новых талантов, подписали их, и они как будто возродили Face. Знаешь, эти ребята огромные в мире стриминга. Они снова вдохнули жизнь в Face, и это было классно.
Наши киберспортивные команды все еще хороши. Правда, в прошлом году мы были сильнее, чем в этом, но в целом все идет нормально. И у меня, правда, хорошее предчувствие. С самого начала Фейс я представлял себе, что он переживет меня. Что, знаешь, когда я умру, это все еще будет бренд, и он все еще будет крепко стоять. Вот такой у меня план. И я надеюсь, когда мой сын подрастет и меня уже не будет, он все равно сможет либо помогать этому расти, либо хотя бы наблюдать, как это растет, работая в компании, или нет. Я слышал, что в 2018 году ты хотел подписать Симпла. Это была твоя идея? Нет, это была не моя идея. Думаю, в 2018-м я не так сильно был вовлечен в киберспортивную часть. Ну, вау, это было бы безумие, если бы мы тогда сделали это. Кстати, я обожаю Сашу. Саша невероятный парень. Он реально очень крутой. Когда я познакомился с ним, это меня просто поразило. Я был реально удивлен, какой он крутой человек. Как сейчас устроено принятие решений в Фейс? Если ты хочешь кого-то подписать, как это работает? Ну, я могу предлагать имена, но в конце концов все зависит от того, кого Карриган считает лучшим, понимаешь? В итоге это действительно его команда. Знаешь, он капитан. Это должно иметь смысл для него. Мы можем выносить ему разные идеи, и он более открыт к ним, если мы их поднимаем, но все же у него очень трезвый взгляд на... Он понимает все, ведь занимается этим почти 20 лет. В следующем году исполнится 20 лет, как Карриган на сцене. И мы доверяем его суждению больше, чем своему. В плане, что работает, а что нет. Сколько лет уже так? Сколько лет он решает, что делать в Фейс? Я бы сказал, с того момента, как он вернулся. Знаешь, его... Нико, по сути, выгнал его в 2019 году. Да, вроде так. А потом мы были полным дном примерно 2 года, когда там были только Нико, Колдзера и другие. И это не сработало. Тогда мы вернули Фина. И Фин снова сделал из нас победный состав, привел Твистза, потом Робза. Так что, думаю, с того момента, как он вернулся в 21-м. А что насчет этой ситуации с Симплом? Как я сказал, я обожаю Сашу. Я бы, как и все остальные, хотел увидеть его в Фейс. Но это не имело смысла с тем составом, что у нас был. Например, вот. Элидж только недавно заменили. И люди такие, вы только что кикнули своего лучшего игрока. И ты думаешь... Сначала Симпл, теперь Элидж. Кто следующий? Фроузен? Понимаешь? Люди правда не понимают, как все работает изнутри. И... Да, в идеале я бы хотел увидеть Фейс Симпла. Даже раньше, понимаешь, я бы хотел видеть Симпла. Симпл... Это Фейс, реально. Симпл это прямо Фейс. Он вписывается в Фейс. Больше, чем многие, кто вообще когда-либо был его частью. Но с составом, который у нас был, это просто не имело смысла на тот момент. Знаешь, я... Не могу вдаваться в детали, почему так. Знаешь, это, к сожалению, то, чем я не могу поделиться. Но это было то, что они считали правильным шагом. Я бы сказал, что многое зависело от нашей игры и его игры на мажоре. Если бы мы тогда выиграли, возможно, все могло бы сложиться иначе, но я не знаю. Тебе понравилось, как он сыграл? Думаю, он шикарно сыграл на групповом этапе. Но я думаю, мы все... Ну, вся команда не слишком хорошо сыграла в плей-оффе. Ну да, думаю, у него были потрясающие моменты на групповом этапе. И мы видели Симпла на прайме в некоторых эпизодах. За этим было круто наблюдать. Знаешь, игра, реванш против Легаси. Это то, что я всегда буду помнить. Там было много подколов, весь этот трэш-ток. Это было круто. Ну, по крайней мере, мы увидели очень зрелищный состав, понимаешь? И то, что Саша тогда играл за Фейс, это было круто. И я очень рад, что познакомился с ним. И, знаешь, я надеюсь, что мы еще увидим его обратно в Тир 1, играя на Тир 1, там, где он и должен быть.
В итоге все зависит от него. Если он захочет, он сможет туда вернуться. Так что посмотрим, что будет. И можешь примерно сказать, какая была стоимость аренды Симпла за месяц? Я не могу вдаваться в такие подробности. Скажем так, это было больше 50 тысяч долларов в месяц или нет? Нет. А вы тестили Декстера на АВП вместо Броки? Мы думали о нем, но мы думали о нем еще до Саши. До того, как Саша пришел. И что он сказал? О, мы не говорили с ним. Просто подумали, может, Декстер. Но мы не были до конца убеждены в этом. Мы не были уверены, что это правильный шаг. Но после Саши мы уже знали тогда, что... Ну, ты же знаешь, что жена Фина, жена Карригана, она спортивный психолог. Да. И она общалась с Броки 2 раза в неделю. Все то время, пока он не играл в команде. И она видела, что он сильно прогрессировал, выглядел лучше. Он стал больше ходить в зал, больше бегать, больше выходить на улицу, есть более здоровую пищу. И она заметила огромный прогресс, который он сделал. И ты можешь сам посмотреть на парня сейчас. Он выглядит на 5 лет моложе. Выглядит хорошо. Почти как в тот момент, когда только пришел Фейс. И это меня очень порадовало. И я очень ждал, когда он вернется в активный состав. И он играет хорошо, понимаешь? А что насчет Джейкоба? Кто этот парень? Почему? О, Джейкоб. Да, я в восторге от него. Я ничего о нем не знал до недавнего времени, как и большинство. Ты смотрел его хайлайты? Да, конечно, мы играли против него много раз. Ты играл против него? Не я, моя команда. А, ясно. У него есть шанс, его им очень четкий. Конечно, Тир-1 — это совсем другой уровень. Но я думаю, он в правильных руках у Карригана. О, Рейн, у него есть такие ветераны, и я думаю, что они ему сильно помогут. И надеюсь, это превратится в историю, как с Броки, когда он только пришел. И я говорил об этом с Нику, это пан или пропал. В итоге все зависит от Джейкоб. Но думаю, мы сделали правильный шаг, потому что он молодой, и нам это было нужно. И это было сложно с Джоном просто из-за 2 разных взглядов на игру, понимаешь? Мы хотели играть так, а он хотел иначе. Мы пытались подстроиться под него, и... Знаешь, у Ильич были все сильные позиции, но это, к сожалению, не сработало. Джон безумно сильный игрок, но, понимаешь, у него свой взгляд на то, как должна работать игра. А у нас, у команды, этот взгляд на игру был другим, и было тяжело играть вместе. Нужно быть на одной волне. И с Джейкоб, я думаю, ему будет намного проще играть так, как мы играем, и учиться на этом. Все зависит от того, насколько он сам захочет развиваться как игрок. Я думаю... У меня есть ощущение, что этот парень голодный до победы, что он добьется многого. И надеюсь, что Фейз станет для него долгосрочным домом. Надеюсь, это будет место, где он сможет по-настоящему раскрыться, засиять и выиграть много трофеев. Но посмотрим. Каких игроков вы еще тестили на эту роль? Определенно были разговоры. Возможно, нам стоит вернуть Твист За, но это не имело смысла. Понимаешь? Мы чувствовали, что с Джейкоб это будет более логично, взять его. Понимаешь? И я рад, потому что наконец-то в Фейз снова появилась свежая кровь. Мне кажется, нам этого не хватало. Как я сказал, если бы все было по-моему, Твистс никогда бы не ушел, и у нас до сих пор был бы ростер 22-го. Как он ушел? Что случилось? Ну, он ушел, потому что получил возможность в Liquid. Он получил большую возможность в Liquid построить команду так, как он хочет, и он знал, что вокруг него будут строить команду и все такое, и он чувствовал, что это правильное решение. Возможно, там были какие-то нюансы, о которых я не знаю.
Может, разногласия с командой? Я не уверен. Но да, он считал, что это правильное решение. И я помню, ты знаешь Эдди? Он типа наш менеджер, он был... Да, конечно знаю. Да, он сказал Расселу, Твистзу, типа, ты уверен, что именно этого хочешь? Потому что... Если это не сработает, если у тебя не получится, то ты будешь воспринимать это как большую ошибку. И, к сожалению, это так и не сработало для него. Как часто ты общаешься со своей командой ПКС? Не слишком часто, но я много общаюсь с ними в общем чате. А время от времени разговариваю лично в звонках или как-то так. Я также иногда захожу просто посмотреть, как они практикуются. Серьезно? Да? Я обожаю эту игру, бро. Обожаю игру, обожаю нашу команду. И я уже не могу дождаться, когда вернусь домой и посмотрю, как наш новичок тренируется. К сожалению, я пропущу нашу первую игру, Бот 3, кажется, в среду, да, в среду. Потому что в тот день будут похороны, и знаешь, мне обидно, что я пропущу матч, но я не могу пропустить похороны. Но да, как только вернусь, сразу пойду смотреть, как команда практикуется. Когда Саша пришел, я много сидел на практиках, понимаешь? Это круто. Да. Ты делал в месяц 5 видео с Сашей, и каждое набрало 1 миллион просмотров. Бро, он уникальный. Этот парень настоящая находка. Да. Ты когда-нибудь думал открыть академию? Ну, на самом деле, мы уже работаем над этим. Так что, надеюсь, не знаю, я предполагаю, что к следующему году у нас уже будет. Может, даже позже в этом году. Я не знаю, посмотрим, но это точно к чему мы стремимся. Что ты думаешь о Керригане? Сколько лет он может еще играть в этой роли капитана? Это ему решать. Я считаю невероятным, что он почти 20 лет на сцене. В следующем году будет 20 лет, как он в киберспорте. Я вот вчера говорил с Кеннис. Я никогда раньше с ним не встречался. Поговорил с ним вчера. И он рассказывал мне про свою карьеру и о том, как он просто выгорел. Такое случается с большинством. И это показывает, какая безумная карьера у Керриган, потому что играть на таком уровне целых 20 лет, это выжимает из тебя все силы, и для этого нужен человек с полной концентрацией, с невероятной силой, сердцем и решимостью. Это реально редкость, так что, думаю... Знаешь, говоря о том, почему мы так часто выходим в финалы, во многом это именно благодаря Керриган. Какими были твои отношения с G2, когда Карлос был во главе? Я брал у него интервью, и он открыто говорил плохие вещи о Фейс. Ты видел это? Ну, я не фанат Карлоса. Я не видел, но... У нас всегда были проблемы с Карлосом. Я всегда знал, что он делал все гораздо сложнее, чем нужно было. Для нас и... Не знаю, этот парень просто... потому что я слышал. Я сам не вел переговоры и не общался с ним. Я слышал плохие вещи про него, так что понимаю, почему он мог негативно высказываться. Я могу в целом тебе включить это видео. Давай. Эти фейс-клан ебанутые, они кучка клоунов, братан. Основатели ебанутые клоуны. У них была нелегальная рулетка со скинами. Очевидно, они работали без лицензии. Они просто опубликовали рулетку со скинами, чтобы дети могли играть на них и сами снимали видео на YouTube, как будто они выигрывали. Конечно, все было подстроено. Они начисляли себе собственную виртуальную валюту на свой счет. Это какая-то шутка, они просто А этот парень из Face Clan Banks приходил ко мне, чтобы сказать: «Ты должен отдать нам своих игроков бесплатно, потому что их контракты недействительны». Я послал его нахуй. И вот однажды он приехал в Берлин. Я спускаюсь на завтрак и вижу его. Я вижу его, он одет как бездомный. Выглядит как кусок дерьма. И, наверное, пришел с вечеринки с каким-то синяком под глазом. Что, блядь, с этим чуваком? Он был похож на наркомана. Потом оказалось, что он правда наркоман. И вот он приехал в Берлин.
и был весь такой крутой. Он сказал: ты отдашь мне своих игроков бесплатно, а я ему сказал: ты будешь сосать хуй, и дебил. И он начал бить по столу и все такое. Я ему: ладно, продолжай в том же духе, я выбью из тебя все дерьмо. И вот так все и было. И я просто смеялся, понимаете, этот чел приехал в Берлин только для того, чтобы сказать мне, что ему нужны мои игроки бесплатно. В общем, я ему сказал: слушай, тебе нужны мои игроки, а мне $1 миллион. Бери или уходи. И он ушел с охраной вокруг. И в конце концов он заплатил, потому что он сука. Да, они мне заплатили, они дали мне финансы, и тогда я стал крупнейшей киберспортивной командой в мире. А потом FaZe Clan превратились в полный мусор, как ты можешь видеть сейчас. Они везде сосут. Основатели не заработали ни копейки. А что ты бы сказала бы Карлосу после этого? Но я могу понять, почему он так смотрел на нас со всей этой историей с CSGO Wild. Я лично в этом вообще никак не участвовал. Совсем. И, к сожалению, знаешь, что, как все тогда обернулось, с людьми, которые были в это вовлечены, было не очень. Один из них ушел из FaZe. И я еще слышал о той встрече, которая тогда произошла. Я слышал, что Бэнкс бросил в них ботинок. Да, я понимаю, почему Карлос так говорил, но из того, что я слышал, с ним было безумно сложно работать, и понятно, случились вещи, из-за которых ему пришлось уйти и больше не работать с G2. Можешь выразить уважение Карлосу в чем-то? Да, в каком-то смысле точно, конечно. Я сам не был напрямую вовлечен в те переговоры, так что понимаю, почему он мог так себя чувствовать. И что касается той встречи и той ситуации с CSGO Wild, я полностью это понимаю. Возвращаясь к уважению, назови 3 команды, которые ты уважаешь. Нави. Пусть будет Нави, пусть будет Фьюрия и еще Маус. Да, эти 3. А Team Spirit? Да, я уважаю их. Ты просил только 3. Я точно уважаю Spirit, да. А какие команды, по твоему мнению, не так хороши? Карл сказал, что FaZe сильны в КС в целом. А что ты можешь сказать про G2 сейчас? Я бы сказал, они были сильной командой последние пару лет, но в этом году у них все выглядит не очень. Впрочем, и у нас тоже не все идеально, но у них хорошие игроки. Но чего-то не хватает, чтобы быть в топ-5. В чем главное отличие Counter-Strike от других киберспортивных игр? Counter-Strike — это как четырехмерные шахматы. Игра очень простая, и в ней нет ничего лишнего. Нет никаких магических способностей или других лишних вещей. Все легко понять. Единственное, что может немного запутать обычного зрителя, это экономика. Но ее тоже несложно освоить. Они поняли, что это работает еще давно. Знаешь, игре 26 лет. Они создали шикарную игру и поняли: окей, это почти идеально. Давайте просто каждые несколько лет делать небольшие изменения, потому что у нас уже есть что-то крутое. Да. А в других играх, Call of Duty, каждый год новая часть, и она сильно отличается от предыдущей. И становится все хуже и хуже и хуже. Я мало знаю про другие игры, но мне это не интересно. Counter-Strike — это просто... Я вот прямо сейчас даю интервью, потому что ты тоже связан с Counter-Strike, понимаешь? И это любовь, которая у меня к игре, любовь, которая у тебя есть, и все, что ты делаешь из-за Counter-Strike. Да, это правда. Это просто лучшее. Какой лучший совет тебе когда-нибудь давали? Первое, что пришло на ум, когда я был в 7 классе. Я был на уроке математики, и мой учитель, мистер Сабер. Я всегда был тем самым ребенком, который постоянно отвлекался, не слушал, рисовал. У меня есть ДВГ, так что если предмет не интересен, я просто не слушал. Я был не лучшим учеником. В тот день мистер Сабер отвел меня в сторону и сказал: «Эй». И я подумал, что вляпался. Думал, он будет на меня орать, типа: «Почему ты это не сделал?» Но он отвел меня в сторону и сказал: «Знаешь,
Альберт Эйнштейн тоже смотрел в окно и мечтал. Понимаешь? И, чувак, это я никогда не забуду. Пусть Бог благословит его душу и его семью. Этот человек сказал мне самое доброе, что когда-либо говорили мне в школе, и это дало мне уверенность, что, может быть, я не тупой, что, может, я реально на что-то способен, что я могу просто доверять себе. И это научило меня. Когда я вырос, я понял, что моя интуиция и то, что я чувствую, нутром, это очень... Мне просто нужно следовать этому и не обращать внимания на то, что говорят другие. Какие бы идеи у них не были о том, чем я должен заниматься, какие бы негативные вещи люди не говорили, это не имеет значения. Главное сфокусироваться на том, что делает меня счастливым. И неважно, насколько безумной, странной или нереальной кажется мечта. Если ты гонишься за этим и отдаешь всего себя, просыпаешься каждый день с этой мыслью, и ты не только думаешь об этом, но еще и мечтаешь об этом, то это становится чем-то, что уходит в подсознание. И тогда ты добьешься этого. И ты добьешься этого быстрее так, чем если бы у тебя был план «Б». Понимаешь? Ты идешь к чему-то и все, я это сделаю, другого варианта нет. Потому что как только ты начинаешь думать, а если не получится, тогда вот это или то, и тогда ты начинаешь размазываться, растрачивать себя, и в итоге уже не дойдешь туда, потому что отвлекся на другое, понимаешь? Мой следующий вопрос был, какой совет ты мог дать своей аудитории? Но я думаю, что это и был ответ. Это оно, да, это был бы мой совет. И вот еще кое-что реально крутое, что я просто хочу рассказать. Это интересно. Недавно я увидел, японский ученый ставил эксперимент. Он замораживал воду, и дальше он проводил, скажем, час, разговаривая с водой. Знаю, звучит безумно. Он говорил ей плохие слова, потом он ее замораживал, потом час говорил позитивные слова и снова замораживал. И после плохих слов лед получался каким-то странным. Типа... Короче, каким-то неправильным. А когда он говорил позитивные слова, лед получался очень красивой формы, такой. И причина, почему я это рассказываю, мы на 70% состоим из воды. Знаешь, все, что ты говоришь себе, каждый твой разговор, особенно в голове, все это формирует тебя. Так что, как сказал Брюс Ли, будь водой, друг мой, но подходить к этому нужно с умом, понимаешь, нужен мудрый подход. Я могу говорить о таких вещах весь день, о этой философии, об этом. Фейс-клана сегодня бы не существовало, если бы не философия, понимаешь? Я в целом более-менее понимал это еще в молодом возрасте, а теперь я старше. Да, мне уже сегодня 32. Теперь, когда я стал старше, я реально ценю этот настрой и хочу делиться этим посланием с как можно большим количеством людей. Потому что это делает меня счастливым, помогать так же, как мой учитель помог мне. Я хочу иметь возможность делать то же самое для других, понимаешь? Отличный ответ. Спасибо. Назови лучшую книгу, которую ты когда-либо читал. Я слушаю аудиокниги, потому что просто не могу сосредоточиться, понимаешь? Я визуал, бро. И если это не про Counter-Strike или что-то еще подобное, то нет. Лучшая книга, что я читал... Как она называлась? «Просите, и дано будет вам». Там как раз про то, о чем я говорил. Об энергии и законе притяжения, о том, что ты можешь сделать в жизни все, что захочешь, если позволишь себе притянуть эти вещи. «Путь превосходного мужчины» — тоже хорошая книга. Назови 3 бывших игроков Фейс в КС, которых ты уважаешь больше всего. Нико, Робс, Олаф. Да? А что насчет Ника? Я видел, что ты был с ним, когда мы встретились. Вы дружите? Да, я обожаю Нико, бро. У нас были хорошие времена вместе, и он всегда был очень искренним человеком. Знаешь, я бы хотел, чтобы он остался частью Фейс, но у него, очевидно, были другие мысли.
Но все равно мы сохранили дружбу на протяжении этих лет. И я считаю, это прекрасно. Это показывает, что у нас настоящие, реальные отношения, и он всегда был хорошим парнем. И какая была причина, что Ника ушел из Фейс? Он чувствовал, что это не работает. Знаешь, он и Финн видели вещи по-разному, и он хотел сам принимать решения и строить свою команду. Что-то вроде IGL, я думаю. Да, он определенно капитан Falcons, так что... Но если говорить о нас, то у нас IGL это точно Керриган. Что ты думаешь о Falcons? У них столько денег, что они могут купить кого угодно. Ты сам видишь, Falcons не выигрывают все. Хотя должны бы. С такими игроками, но это... Но игра не так работает, она глубже, тут нужна химия. Это как шахматы. Но я думаю, то, что они делают для сцены, это невероятно. Мне кажется, они не получают того признания, которого заслуживают. На них льется много хейта в интернете. Люди их не любят. Им нравится, знаешь, когда другие команды побеждают нефтяные деньги. Но то, что они строят для киберспорта, это реально круто. И это только делает пространство больше и лучше, и они проводят потрясающие ивенты, сделали невероятную работу. Я как раз говорил об этом с Нико. Он очень доволен продакшеном и всем остальным. Они безумно гостеприимные люди, очень добрые, искренние, всегда заботятся о нас. И мы очень рады быть здесь. Это мой первый раз в Саудии. И они отлично отнеслись и ко мне, и к моим друзьям. Так что... Я очень рад, что они часть этой сцены и так сильно в нее вложились. Кто твой любимый игрок в КС? Любимый игрок в КС? Только один. На данный момент. Да. На данный момент Frozen. А за все время? За все время Рейн. Рейн. Окей. Почему Фрозен? Расскажи о нем. Он был нашим лучшим игроком с того момента, как присоединился к FaZe. Он реально лучший. Этот парень просто ледяной, понимаешь? Реально хладнокровный в клатчах, и я обожаю этого парня, он реально хороший, и, конечно, он играет за мою команду, так что я не буду называть любимым игрока из другой команды. Понимаешь, да? А если не из твоей команды? Я бы сказал Донг, бро. Уровень, на котором он играет, его возраст и та стабильность, что он показывает. Знаешь, за ним очень интересно наблюдать. Была ли у вас возможность подписать Донка когда-нибудь? Нет. Вы пробовали? Не думаю, нет. Посмотри на топ-10 команд и игроков. Кого вы могли подписать, но не сделали из-за проблем каких-либо? С коммуникациями или с договоренностями? Simple. Simple, первый. Заеву? Нет. Ксантарес? Нет, я имею в виду... Моноси, может быть? Да. Моноси, да. До G2 или после? В переходный момент, когда он уходил из G2. А что насчет Киосуки? Фейс. Я поднимал этот вопрос много раз уже довольно давно, типа... Когда это было? Не помню, но поднимал вопрос. Но это просто не имело смысла. Не знаю. Не помню, что случилось. Думаю, дело было в том, что у нас просто не было денег или что-то такое. Я не знаю. Если ты бы вернулся бы на 10 лет назад, что-то бы ты сделал бы иначе? Я бы перестал играть в Call of Duty и играл бы только в Counter-Strike. Жаль, что после Modern Warfare 2, игры, которая по сути создала FaZe Clan, и которую я так люблю, я не переключился сразу на Counter-Strike и больше ни на что. А что касается команды, то 10 лет назад, в 2015-м, мы только подписали наш состав 9 лет назад. Так что если вернуться на 9 лет назад, что бы я сделал иначе? Сложно сказать, слишком много всего произошло, я бы сказал, я бы больше инвестировал в Counter-Strike, в нашу команду. И в то, чтобы построить лучшую инфраструктуру из возможных, где игрокам было бы реально комфортно, и они
и создать правильную культуру внутри. Но я доволен тем, чего мы достигли. Конечно, кое-что можно было бы сделать лучше, но наш глава киберспорта Эрик Андерсон. Тебя же зовут Эрик, да? Да. Эрик Андерсон. Ты слышал о нем? Я нет. Он очень умный, классный парень. Сделал для нас огромную работу. Он построил нам топовые команды во многих дисциплинах. Мы нашли правильного человека для этой работы. Но если бы я мог вернуться, я бы хотел сам больше вовлечься и помогать. Какое было самое лучшее решение в Face Clan? Может быть, твое личное, которое все изменило в Face? То самое решение, которое дало очень большой результат. Может быть, вы купили каких-то игроков. Думаю, лучшим решением было, когда мы решили жить вместе в одном доме. Да, мы почти все время снимали видео внутри и играли. Потому что до этого мы сидели по домам у родителей и просто... И мы перешли от простых игр в Call of Duty к созданию контента по Call of Duty. К тому, что начали брать камеру и снимать влоги. И вот, мы переехали в дом вместе. Мы просыпались каждый день, завтракали, обсуждали, какие видео будем снимать, помогали друг другу в съемках и сами в них участвовали. В 2015 году мы собирали миллионы просмотров в день. Это было безумие. Если ты бы посетил бы офис Valve, что ты бы их спросил бы? Что они должны пофиксить? Может быть, очки ВРС, может быть, ВРС-турниры. Может, у тебя был уже контакт с Valve? Нет, у меня лично не было, но может у Эрика был, я не уверен, но я бы хотел пофиксить секрет. Да, я бы это сказал. Думаю, большинство сказали бы тоже. Но сначала я бы сказал им, как же я, обожаю их игру. Понимаешь? И спасибо Богу за эту игру, потому что никакой другой киберспорт для меня не имеет такого значения, как КС. О чем ты больше всего жалеешь в своей карьере? Больше всего я жалею о том, что вложил все, что мог в Face, вместо того, чтобы развивать свой личный бренд. Потому что я всегда думал, пока я строю Face и сосредоточен на Face, все будет... Face всегда вытащит меня, и со мной все будет в порядке. Но мы допустили слишком много людей к управлению, слишком много людей пришло, а потом они начали принимать решения, и вдруг оказалось, что раньше я был вот здесь, а теперь здесь. Понимаешь? И теперь я снова пробиваю себе путь обратно. Но из-за этих людей, которые пришли, и... Компания вообще никогда не должна была выходить на биржу, знаешь? Но если бы я больше сосредоточился на личном бренде, у меня была бы гораздо более крепкая опора даже сейчас, потому что... То есть я бы остался и участником FaZe, и при этом зарабатывал деньги, содержал бы семью сам, без необходимости... Знаешь, бокс реально помог мне в тот момент, когда это было нужно. Хотя начал я заниматься боксом вовсе не из-за денег, я начал боксировать, потому что хотел заниматься боксом и хотел оставить после себя наследие, понимаешь? Но потом FaZe начал скатываться вниз, все это начало происходить, и я думал, FaZe скоро конец. Но если бы не бокс и деньги от бокса, я бы не вытянул. Я был бы в очень-очень тяжелом положении. Понимаешь? На этом все. Большое спасибо. Боже, спасибо, что пригласил. Я ценю это время, и было приятно познакомиться. Давай оставим автограф и сделаем розыгрыш для зрителей. Без проблем. Я сейчас задам вопрос у вас на экране. Ответьте на этот вопрос в комментариях, и лучший ответ попадет в список победителей. Разыграем одну футболочку Face с росписью «Основатель». Прошло минут 5 после интервью, очень классные эмоции. Оно было немного в спешке, потому что у меня самолет через 1,5 часа, а у него через час. Какая-то у нас такая была ситуация. Но в любом случае мы классно поговорили. Приятно слышать людей, которые в этой же сфере занимаются этим же делом.
У нас очень похожа на самом деле история. Он тоже был блогером, потом стал заниматься какими-то бизнесами, проектами, и вот что вылилось в Face Clan. Я рад тому, что есть такая возможность записаться с такими людьми, потому что в 2014 году я, когда приходил в эту игру, я думал, что Face Clan это такие недостижимые люди, которых можно видеть только на экранах Твича и в игре. Но оказывается, со временем, если стараться, без остановки работать, можно выходить на основателей, на создателей этого бренда. Если мне это бы сказали в 2014 году, я бы никогда бы не поверил. Как получилось это интервью? Я написал через. Кстати, мне помог Николай Петросян, спасибо тебе большое. У нас получилось выйти на SEO Face Clan, а уже SEO Face Clan в Техасе, когда мы там были, связался с Темпером, и мы сделали это интервью. С Минли получилось чуть иначе. Мы встретились с ним в Белграде на церемонии Ашел ТВ. Я ему просто вкинул, кто я такой, и получилось это интервью в тот же день. А с Карлосом это было в Дубае. Я просто ему написал в инсте в директ, и он согласился. Поэтому, ребят, все на самом деле гораздо проще, чем вы думаете. Возьмите этот пример и распространите его в свои проекты, в свои дела. Лучше попробовать. Я был готов услышать игнор. Сегодня 40 раз могло отложиться это интервью на потом, но мы это сделали. Пробуйте, ничего страшного не произойдет, если не случится. А вот если вы ничего не сделаете, это уже вызывает вопросики. Так делать не надо. Спасибо, что вы смотрите это видео, спасибо, что вы остались до этого момента. Надеюсь, что мы с вами будем еще надолго вместе. И до следующего ролика. Пока.